Венгрия угрожает Польше, Чехия будет создавать легион из украинских мужчин, а Турцию могут выгнать из НАТО. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Куда пропал Илья Яшин и кого Лукашенко готовит на обмен? Он пытается, скажем так, задействовать связи с Китаем. Венесуэла продолжает протестовать. Есть реакция всех заинтересованных сторон, даже Кремля. Конечно же, очень важно, чтобы вот эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами, третьими сторонами. В России легализуют криптовалюты, майнинг и оборот их. Все якобы из-за перегретой экономики. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это очень важно, как и кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. Венгерская дипломатия продолжает раздувать конфликт с коллегами из Польши. Министр иностранных дел Венгрии заявил, что его польский коллега лжет и переходит черту. Перешел еще одну черту и солгал, когда заявил, что я с энтузиазмом поддержал его нелепое предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Украине. Правда в том, что после предложения я сразу выразил протест на встрече. Представитель польского МИД Павел Вронский подчеркнул, что у министра сложилось впечатление, что Сиярто согласен на предложение, а если это было не так, то Сикорский неправильно понял оппонента. Скорее всего, даже не имеет значения, из-за чего конфликт начался или продолжается, но сам факт накала страстей в отношениях между двумя союзниками удивляет. Польша длительное время, но был другой пример. В Польше, в принципе, играли в ПАС в рамках Евросоюза, и там были свои причины, потому что там были нюансы, которые требовали поддержки друг друга. Сейчас у Венгрии появился второй номер, это Словакия, да, и теперь как бы есть тот, кто защитит, если вдруг что-то будет не так, какие-то будут претензии в рамках Евросоюза. Орбан, используя бренд Евросоюза, сделал мирное турне, не спрашивая ни у кого на это разрешение и не беря на это мандат. И в Польше это очень жестко восприняли и как негативно. И потом вот эти уже заявления, которые пошли от Орбана, а потом министра иностранных дел о том, что там Польша лицемерная и все остальное, понятно, что это не останется без внимания Польши. Польша нет в политике нет слова «обиделся». Есть недружественные действия. Чехия тоже будет создавать украинский легион по примеру Польши. Министр обороны страны заявила, что вступление должно быть добровольным, и нужно еще оценить эту идею с правовой и практической стороны. Украинская община, которая живет в Чехии, многочисленна, даже не учитывая волну, которая пришла в результате войны. Так что это имело бы смысл. Мы хотим продолжить обучение украинских военных, так почему бы нам не обучать и граждан Чехии, украинцев по национальности, и не создать из них какое-то образование? К тому же вооруженные силы Чехии также готовят украинских военных, также не исключается и возможность приобщения чешских инструкторов к обучению украинского легиона в Польше. Приживется ли идея в других странах, или Варшава, может быть, создаст единый хаб? Насколько идея имеет право на жизнь, мы поговорили об этом с политологом Олегом Лесным. Это актуально для тех стран, где большое количество украинцев, которые выехали до войны, которые выехали там в начале, вообще там вот десятилетней нашей войны и больше, да, те, которые выехали там попозже, и у них есть шанс в нормальной ситуации, в нормальной обстановке получить подготовку и пригодиться государству. Украина вначале получила, давайте будем честными, получила достаточно серьезный приплыв
бойцов будущих со всех стран, которые вернулись, да, добровольно. То есть уже прецедент, они возвращались в государство. Сейчас, мне кажется, более эффективно это в безопасности получить достаточно серьезную подготовку для того, чтобы потом быть эффективным на территории Украины. Я думаю, что это уже, если не эффект домино, но очень похоже. Немецкий медик, которому в Беларуси присудили смертную казнь, якобы подал прошение о помиловании. С самого задержания в телеграм-каналах публиковали домыслы о том, что его могут готовить к обмену. Но так ли это? И даже если обмен состоится, то в чьих интересах? Путина или Лукашенко? И не собирается ли Лукашенко обменивать Рика Кригера не на кого-то, а на что-то? Может, какие-то гарантии для себя? Мы спросили об этом у политолога Алексея Буряченко. Все понимают, что он пытается, скажем так, задействовать связи с Китаем, чтобы как-то балансировать свою субъектность со странами там, Средней Азии. Но одним словом, Лукашенко, конечно, находится в тотальной зависимости от Москвы и судорожно пытается делать все возможное, чтобы налаживать треки каких-то альтернативных дипломатических связей, видя, что это путинская галера идет на дно и может его в том числе за собой потянуть. Поэтому есть варианты того, что этого человека обменяют. В Беларуси задержаны 4 граждан Латвии. Молодые люди ехали на музыкальный фестиваль «Вива Браслав». Их задержали якобы из-за марихуаны. МИД Латвии предостерег своих граждан от поездок в Беларусь. С другой стороны, российского оппозиционера и политзаключенного Илью Яшина увезли из колонии в Смоленской области в неизвестном направлении. Ранее в медиа писали об исчезновении и других российских политзаключенных, экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, ее коллеги из Томска Ксении Фадеевой, художницы Саши Скочеленко и правозащитника Олега Орлова. Их вывезли из мест заключения, и где они находятся на момент записи этого видео, неизвестно. Госдума Российской Федерации принимает закон, согласно которому с 1 сентября в рамках эксперимента разрешаются внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. И Российский Центральный банк тоже к этому готовится. Скорее всего, до конца года будут проведены первые платежи. К тому же майнинг криптовалюты тоже, получается, практически легализован. Экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции. В Израиле призвали исключить Турцию из НАТО. Министр иностранных дел страны после угроз турецкого президента призвал Альянс это сделать. Более того, министр поручил своим подчиненным дипломатам срочно связаться со всеми странами НАТО, чтобы проработать эту идею. Напомню, накануне Реджеп Эрдоган заявил, цитирую, «Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем поступить с ними подобным образом». Венесуэла продолжает кипеть, люди на улицах, протесты против результатов выборов, где переутвердили Николаса Мадуро на должности, которая позволяет управлять государством еще 7 лет. Страны региона уже сделали свои заявления, практически все поддерживают оппозицию, но куда же тут без России, которая, конечно, имеет свой интерес там. Пресс-секретарь Путина нашел, что сказать, говорит, главное, чтобы не вмешивался никто, видимо, кроме России. Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать, должна поздравить победителей этих выборов. Конечно же, очень важно, чтобы вот эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами, третьими сторонами, и чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства.
Мы поговорили с политологом о том, может ли действительно Кремль вмешаться в события в Каракасе и не идет ли дело к большой войне на континенте. Учитывая, что там есть и Вагнер российский, возможно, путинский режим, Путин примет соответствующее решение все-таки поддержать Мадуру в войне против своего же народа. Это, в принципе, абсолютно в стиле Путина. Он против своего народа воюет, не жалеет и отправляет на мясные штурмы. А чего ему жалеть, собственно говоря, граждан Венесуэлы. То есть, гипотетически, конечно, он может дать соответствующую команду, не просто политически поддержать Мадуро, но и поддержать в силовом варианте. Но как только он это сделает, мы прекрасно понимаем, что страны, соседи, более демократические режимы, да, ну, та же Аргентина, например, да, та же Перу, они будут, скажем так, возможно, даже втянуты в конфликт на стороне людей, на стороне граждан. Думаю, что не будут молчать, в том числе и Соединенные Штаты в таком случае, и тогда это может перерасти довольно-таки в горячий конфликт. Но пока, я хочу подчеркнуть, таких признаков нету. Напоследок о красивом и о природе. «Смерч» поиграл российскими самолетами и вертолетами в Нижнекамском аэропорту Бегишево. Снес крышу и повыбивал стекла в постройках. В целом порезвился на славу. Вон он, «Смерч». Мне остается напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. И также ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это тоже очень важно. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.